Друзья, всем привет! Это канал Таниколада, меня зовут Татьяна Колодяжная, и на этом канале мы вместе с вами учимся делать красивые украшения. В предыдущем мастер-классе, как вы заметили, возможно, кто-то не смотрел, если не смотрели, посмотрите, ссылочка будет внизу, мы делали вот такие красивые серьги с цветочками. И, как вы видите, цветочки это не бусинки. Эти цветы из полимерной глины, и раньше я такие цветочки покупала. Я их использовала также вот в этих шпильках. Здесь их две, поэтому немножечко они так лежат непонятно. Я вам сейчас покажу. Вот. Шпилечки. И здесь вот такие разные цветочки. Здесь одной формы, здесь другой. Также я использовала цветочки, например, вот в этой веточке. Мастер-класс этой веточки также есть на моем канале. И, собственно, о чем я хотела вам рассказать. Мне стало интересно, как делаются такие цветочки. Я знала, что они делаются из глины, и, в принципе, больше особо ничего про это не знала. Я себе заказала полимерную глину и решила попробовать полепить такие красивые цветочки, если у меня получится. Но я надеялась на то, что у меня получится. Те, кто подписан на меня в инстаграме, уже видели, и где-то здесь я вставлю видео, как я делала эти листочки. В течение 1,5 часов первых я сидела, лепила эти листочки, и у меня получилась очень интересная такая штука. Вот такие вот цветочки. Надеюсь, вам хорошо видно. Также вставлю видео здесь где-то рядышком. Было очень много положительных откликов. Спасибо большое всем, кто писал мне очень приятно. На следующий день я решила продолжить начатое и налепила много-много разных цветочков. Это один из них. В разных цветах, немножко разных форм. Мне понравилось вот это, когда я уже заканчивала делать. Здесь немного не видно. У меня чуть-чуть темновато, но здесь такой рельеф на листиках красивый. Собственно, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, какой, на ваш взгляд, результат у меня за один день практики вот в такой деятельности. Хорошо ли получились листочки, достаточно ли они тонкие и фигуристые. Они, кстати, очень такие прочненькие. Мне нравится. Мне кажется, для одного дня практики это очень неплохой результат, наверное. Но если есть какие-то недочеты, я была бы очень рада почитать ваши комментарии, потому что мне нравятся вот эти вот цветочки, и мне бы хотелось делать их больше, чтобы их было больше в моих украшениях, потому что они очень классно смотрятся, как вы видите, они очень гармонично дополняют украшения, поэтому я буду очень рада вашим комментариям, и будет здорово, если вы мне подскажете, что, возможно, мне стоит изменить, что-то, может быть, как-то подкорректировать. Вот, например, вот такие цветочки, это я все покупала, как я рассказывала. Я нашла девушку в своем городе, у которой просто была глина. Я нашла ее на Авито и просто попросила, чтобы она попробовала сделать мне вот такие цветочки. Получилось хорошо, я была вообще очень рада. Вот, но из своего опыта я так поняла, что мне чуть-чуть пока сложно делать маленькие цветочки. Видите, они вот, ну, вот такого еще размера ничего, а вот такого уже сложнее. Может быть, потому что у меня пока еще нету специального инструмента. Я заказала там себе несколько штучек таких, ну, в общем, специальных, которые нужны для того, чтобы ровненько разглаживать вот этот лепесточек. Вот, с бутончиками, в принципе, все понятно. Я даже придумала, как их можно по-другому крепить. Буду делать в новых своих цветочках. Ну, в общем, мне было бы очень интересно почитать ваши комментарии по этому поводу, по поводу моего результата, как вам и вообще нравятся ли вам украшения, в которых есть вот такие цветочки. Может быть, кто-то из вас тоже бы хотел научиться. У меня, конечно, опыта пока очень-очень мало, один день, но вот такой вот результат. Но если кому-то нужно будет хоть какую-то начальную информацию подсказать, я обязательно подскажу, расскажу, какое видео посмотрела я, чтобы у меня получилось вот что-то такое. Вот этот рельеф, мне кажется, я как-то сама натыкала, и мне очень нравится. Так что, если вам будет интересно, я обязательно вам
расскажу, как это сделать. В общем, жду ваших комментариев. Мне на самом деле очень важно узнать ваше мнение и мнение специалистов, которые занимаются подобной деятельностью. А уже в следующем мастер-классе мы с вами сделаем вот такую веточку. Здесь еще сережки лежат. Я эту веточку делала давно. И мы заменим вот такие вот акриловые цветочки уже вот на такие. Мне кажется, будет очень даже симпатично. До новых видео. Увидимся. Жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.